Огромные тоннели, подземные храмы и целые города на 20 тысяч жителей. Обо всем этом я хочу вам рассказать. Сегодня вы узнаете, что скрывает в себе священная гора Хуашань, зачем люди в недалеком прошлом создали подземный город во Франции и какую уникальную находку сделали ученые в древних пещерах, которые расположились в Эквадоре. А в конце я расскажу вам о самой шокирующей теории возникновения таких городов, которая подкреплена всевозможными фактами. Приятного просмотра! Вот вы знали, что в Турции существовал древний подземный город, который мог вместить в себя 20 тысяч жителей? Я тоже удивился и не поверил этой цифре, но узнав подробнее об этом удивительном месте, я понял, что такие оценки могут быть вполне правдивыми. Этот город носит название Деренкую, и он вполне может стать самым большим в мире подземным сооружением, которое сотворил человек вручную. Сейчас в нем насчитывается около 12 этажей. Правда, их может быть намного больше. Дело в том, что раскопки города до сих пор продолжаются. Но больше всего меня удивляет то, к каким технологиям прибегли люди, которые создали это чудо света. В городе есть своя система водоснабжения, вентиляции и даже канализации. Да-да, тот, кто строил все это, точно был умен. Внутри вы сможете найти обычные помещения, стойла для животных, хранилище продуктов, пекарни, винодельни и даже кладбище. Но кому вообще нужна была столь удивительная постройка? Тут нам с вами нужно будет погрузиться в историю. Достоверной информации мы, конечно же, никогда не узнаем, но теория гласит, что в V веке это сооружение стало убежищем христиан, которые скрывались от преследования кочевников. На это намекают и те факты, что в городе можно найти целую церковь и даже приходские школы. В общем, крайне удивительное строение. Я также нашел и кадры от одного известного блогера, который показал всю красоту этого подземелья. Меня больше всего удивили своеобразные двери, которые использовались для защиты от нападения, ведь эти огромные каменные диски уж слишком много весили. Кажется, если бы однажды кто-то закрыл им проход, то открыть его заново было бы невозможно. Мне еще показалось интересным место, где местные жители готовили еду. Дело в том, что они разводили костры прямо в скале. И нет, они не задыхались от дыма, ведь, как я уже говорил, тут весьма продуманная система вентиляции. Так что построить дымоход для них было плевой задачей. Готовили местные только ночью, ведь днем слишком легко заметить дым, а значит и приманить врага к себе. Но для меня, как и для многих других людей, остается загадкой то, какого размера этот город. Дело в том, что очень многие проходы настолько небольшого размера, что даже детям приходится пригибаться. Что уж говорить про взрослых людей. И тут встает логичный вопрос, как в таких условиях долгие годы могли жить люди? Не кажется ли вам это странно? Может быть, столь монструозное сооружение построили вовсе не древние христиане, которые спасались бегством, а какая-то высокоразвитая цивилизация? Лично я больше склоняюсь к этой теории. А вот следующий город, про который я хочу вам рассказать, несколько меньше, чем предыдущий, но от этого он играл не менее важную роль в жизни людей. Расположился он во Франции, прямо под городом Наур. Собственно, он носит то же самое название, с одним отличием, что он считается подземным. Но какая история у этого удивительного сооружения и почему он был так важен для людей? Сейчас я вам все расскажу. Изначально столь масштабное подземное сооружение играло лишь одну роль – каменоломни. Да, раньше это были обычные шахты, но примерно в 16 веке сеть подземных тоннелей использовалась иначе. Местные жители города, который располагался на поверхности, старались укрываться в этих шахтах от различных напастей, к примеру, от войн и религиозных преследований. С тех пор бывшая каменоломня превратилась в настоящий город, в котором существует своя система вентиляции, водоснабжения и даже проведено электричество. Самую главную роль город сыграл во время Второй мировой войны.
Это место стало самой настоящей военной базой и местом, где укрывались местные жители. Самое удивительное, что в таких условиях люди всегда искали как бы поразвлечь себя, поэтому разрисовывали стены. Можно найти много интересных картинок и надписей, рассказывающие то, что чувствовали люди во время укрытия. Сегодня этот город играет скорее туристическую роль. Многие люди приезжают просто посмотреть на то, как выглядит подземный город. А еще тут устроили музей, в котором представлены потрясающие артефакты. К слову, многие из них были обнаружены как раз в Науре. Но кто знает, может быть, все это тоже создали не люди, а кто-то другой. Предыдущий пример лично мне кажется не таким интересным, как тот город, о котором я расскажу вам далее. Дело в том, что лишь в прошлом веке, в 1965 году, в Эквадоре обнаружили огромную систему подземных тоннелей. Их протяженность просто поражает. Это открытие сделал аргентинский ученый Хуан Морец, и он буквально шокировал всех своими рассказами. Дело в том, что эти подземелья имели явно неприродное происхождение. Их точно создавал кто-то вручную. Почему все так считают? Да потому что на огромной глубине есть своя собственная система вентиляции, воздуховоды, которые повторяются с точной периодичностью, а еще стены и потолок выглядели так, будто их отшлифовали. Если вы бывали в пещерах, которые создала природа, то наверняка вспомните, какие грубые и острые стены в них. А тут все идеально гладко. Странно, не находите? А еще в этом городе были обнаружены металлические пластины, на которых кто-то выгравировал непонятные символы. Их, кстати, не смогли обнаружить нигде, кроме как на пластинах из этой пещеры. А так как упоминания об этом лабиринте не было буквально нигде, то встает вопрос, а сколько же лет такому удивительному сооружению? Ученые также проводили различные опыты и анализы этого места и пришли к выводу, что подземный город появился в середине палеолита. Что это говорит нам? Да то, что столь поразительные своими масштабами сооружения создали миллионы лет назад. Просто шок! Кто это вообще мог быть и откуда у этих людей металл? В те времена только древние люди появились, не говоря уже и про то, что они умели добывать огонь. Что это за цивилизация была? А может быть, это и вовсе инопланетяне? Ответ на этот вопрос мы точно не узнаем, особенно учитывая то, что кроме металлических пластин в пещерах больше ничего не нашли. В Китае также обнаружили нечто шокирующее. Я вообще очень удивился, ведь поразительные пещеры, которые 100% создавались вручную, обнаружили прямо в горе на огромной высоте. Гора Хуашань находится в провинции Шэньси и относится к 5 священным горам. И неспроста, судя по всему. Ведь лишь в прошлом веке местный житель случайным образом обнаружил вход в таинственную пещеру. В 1999 году началось исследование полноценного города. Всего нашли 36 пещер, каждая из которых поражала своими масштабами. А еще было очень удивительно видеть, как потолок, стены и даже пол были выполнены буквально из бетонных плит с очень правильной геометрической формой и острыми гранями. Так что у ученых не было ни единственного сомнения, что эта пещера создана вручную. Правда, были вопросы, кто ее все-таки выкопал. Возраст сталактитов в этом городе составил, внимание, 1700 лет. Шокирует, не так ли? То есть с того времени в этом городе не было ни одного человека, иначе бы эти образования просто прекратили бы свое существование. Так помимо этого, во время исследования обнаружили огромные залы с каменными колоннами, полноценные бассейны и даже мосты, проходящие через подземную речку. Ощущение, что все это создали люди, но так ли это на самом деле? Просто тут есть нестыковка. Во-первых, в исторических хрониках нет ни слова про подобные сооружения. Во-вторых, там есть лишь упоминания храмов, которые посещали китайские императоры и к которым есть ступеньки из самой системы пещер. Но при этом возраст храмов не совпадает с возрастом города.
В общем, сплошные странности. Лично мне кажется, что когда-то давно тут жила древняя и очень образованная цивилизация, но ей пришлось покинуть эти места по какой-то причине. Кто знает, вышли они наружу или остались жить под землей, еще больше погрузившись вглубь. Ведь почти все известные пещеры до сих пор не изучены на все 100%. Но я нашел еще одно доказательство того, что подобные цивилизации действительно могли существовать. Дело в том, что в северной части Непала обнаружили более 10 тысяч пещер. Но поразительно даже не это, а то, что все они были созданы вручную. Опять же, все это было понятно даже при первом взгляде, ведь природа не могла бы создать столь ровные поверхности. Помимо этого, пещеры находились на высоте более 100 метров от отвесной скалы. И как, собственно, туда могли попасть люди? Этот вопрос остается очень большой загадкой, ведь, по мнению ученых, эти пещеры появились еще до того, как появились первые известные нам цивилизации. Им несколько сотен тысяч, а то и миллионы лет. Помимо этого, удивляет и то, что многие из этих пещер уходят глубоко под землю. Так в них еще и есть своеобразная система вентиляции, что точно указывает на то, что тот, кто создал их, был образованным. Но лично меня это еще больше наталкивает на мысль о том, что на самом деле мы на Земле далеко не единственный вид живых и образованных существ. Посудите сами, многие пещеры мы до сих пор не изучили, а также во многих летописях и историях разных племен указывается на то, что на нашей планете существовали образованные цивилизации, которые жили в подземных городах. Так может быть, все это было правдой? Эту теорию может подтвердить и тот факт, что под самыми крупными и древними городами можно найти целую систему катакомб, в которых когда-то могли жить люди. Взять, к примеру, ту же Москву. Сейчас при строительстве многих зданий делаются все новые и новые открытия, связанные с прошлым этого города. Принято считать, что в древние времена город был построен преимущественно из дерева, лишь позже стали появляться каменные постройки. Но что, если я вам скажу, что под землей во время строительных работ обнаруживали сооружения из камня и кирпича, которым несколько тысяч лет? Поражает, не так ли? Так помимо этого, сейчас есть множество заявлений от так называемых диггеров, людей, которые любят экстремальные путешествия там, где это не предусмотрено. И они отмечают, что даже в системе канализации и водоотведения Москвы есть много странных замурованных тупиков. Были даже случаи, когда таких путешественников сажали в тюрьму за то, что они залезали туда, куда не нужно. А все это еще и приправлено историями про секретные бункеры правительства, метро-2 и другие разные конспирологические теории. И тот факт, что под Москвой есть еще один город, только подземный, никто не скрывает. В общем, столько загадок, что и остается только строить теории заговора. Вы также наверняка слышали про знаменитые пирамиды майя, которые расположились в Тикале. О них самих ходит много легенд, ведь до сих пор непонятно, кто и каким образом их построил. Многие источники утверждают о древней образованной цивилизации, которая когда-то существовала. Другие говорят о том, что это были инопланетяне. Но речь сегодня идет не про пирамиды, а про подземные города. Так вот, я нашел удивительную статью о геологическом исследовании этого места, и то, что обнаружили ученые, повергает в шок. Прямо под этим комплексом пирамид обнаружили пещеры и даже целый лабиринт из системы тоннелей. Судя по всему, они использовались для того, чтобы соединять разные части этого удивительного города, и вполне возможно, что в них жили люди. Но зачем они вообще были нужны, когда на поверхности возводили столь удивительные сооружения? Действительно ли по ним лишь передавались письма и важные грузы? Лично я думаю, что это ложь, призванная для отведения внимания людей от правды. Дело в том, что все эти пещеры до сих пор не изучены до конца. В них даже есть проходы, которые завалены и по какой-то причине не расчищаются. А также есть куча древних упоминаний неких народов и цивилизаций, которые приходили из-под земли и уходили туда же.
Взять к этому еще тот факт, что правительства стран запрещают исследование таких мест энтузиастам. И что мы получаем? А получаем мы то, что прямо под нами сейчас могут ходить тысячи образованных существ, которые живут под землей. У них есть буквально все для жизни. А еще их города и даже целые страны, которые расположены под землей, имеют выходы на землю буквально по всем точкам земного шара. Если вы захотите углубиться в эту тему, то советую почитать информацию про пещеры в горах, о том, что находили на Кавказе, и то, сколько всего изучено подземных пещер на все 100%. Все эти удивительные факты заставят вас поверить в эти, казалось бы, невозможные теории о живых существах, которые живут в городах прямо под землей. Ну а я могу лишь сказать, что это далеко не все подземные города, которые уже сейчас обнаружили на нашей планете. Так что, если вы хотите продолжения, то пишите в комментариях. Сегодня я рассказал вам о самых известных подземных городах со всего мира. Но кто знает, может быть, существуют еще миллионы тоннелей, которые тысячи лет назад создали настоящие профессионалы. А знаете, где еще нужны профи? В нашей команде. Друзья, у вас есть возможность попасть в нашу команду. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках, или же пишите интересные сценарии, мы будем рады с вами поработать. Пишите в Telegram-бота, ссылка в описании. И спасибо вам за просмотр.